Вернуть бывшую жену после развода можно. И доказательством этого являются случаи, когда пара разводилась, но спустя время они осознали, что поспешили, это была ошибка, и вновь сходились, и их семейная жизнь улучшалась. Есть случаи, когда люди несколько раз женились, разводились, опять женились, разводились по 4-5 раз. Но это скорее исключительные случаи, чем общая закономерность. Правда в жизни в том, что большинство пар после развода редко сходятся. Тем не менее, такие случаи есть. Давайте рассмотрим эти случаи и что можно сделать конкретно в каждой ситуации. С вами семейный психолог-примиритель Светлана Белькевич. Очень часто бывшие супруги даже после развода продолжают общаться. И, кстати, очень такой типичный сценарий, когда люди после развода самого, после суда выходят, у них уходит какое-то напряжение, они говорят: пошли отметили. Пошли отметили, выпили вина, расслабились, и у них вдруг случается секс. Прекрасный притом. И они говорят: слушай, а что-то мы разводились, давай, может, сделаем отступную. Это как один из вариантов. Такой, кстати, очень часто бывает. Другой вариант, когда люди развелись, но продолжают общаться. Есть юридический развод и психологический. Вот психологический развод может длиться годами, даже десятилетиями. Это те случаи, когда супруги развелись, но продолжают общаться. Они друг другу помогают. Жена печет пироги, муж помогает по хозяйству. И между ними случается сексуальная связь. Причем чаще всего намного лучше, чем это было в браке. И все устраивает, нет никаких претензий друг к другу, обид, ожиданий. Но как только съезжаются вместе, повышается напряжение в паре, и начинаются скандалы, упреки, быт заедает. Поэтому очень многих пар устраивает, скажем так, вариант семьи выходного дня, когда мы встречаемся на выходные, по праздникам, но не живем вместе. Вот это тоже является результатом. Если дело все-таки дошло до развода, то, вероятнее всего, в паре было какое-то есть напряжение, и нужно всегда учитывать эти моменты. Идеальное вряд ли получится. Притом нужно учитывать, что такое вообще идеальное. То есть идеальное — это какая-то утопия, фантастика. Есть очень большая разница между тем, как бы нам хотелось, вот это идеал. Идеал часто недостижимый. И тем, как это возможно. Тот вариант, который меня устроит. Есть люди, у которых никогда не было машины, но они мечтают сразу о Бентли. Хотя BMW их тоже очень устроит. Именно поэтому очень многие пары после развода вдруг понимают, что в принципе они друг другу подходят. Они общаются, у них прекрасные отношения, но регистрировать отношения они не хотят. Идеал идеалом, но жизнь жизнью. И рассматриваем те варианты, которые возможны и которые нас устроят. Кстати, очень многих это устраивает. И люди говорят о том, что вот этот штамп в паспорте нас напрягает. Мы постоянно как-то начинаем ссориться, конфликты возникают. А вот так, когда встречаемся раз в неделю, нам достаточно и нам хорошо, замечательно. Значит, это ваш формат семейной жизни. Сейчас говорят, формат семейной жизни, он может быть разным. Самый главный критерий, чтобы этот формат подходил как мужу, так и жене. Если кого-то не устраивает по каким-то причинам, то, конечно, нужно искать другие способы взаимодействия. Вариант, если вы встречаетесь и между вами случается романтика выходного дня, и так длится уже не 1 год, и мужчина говорит: вы знаете, вот почти, но никак, то вот эта ситуация, она может длиться не то что год, десятилетие, всю жизнь. У нас был коллега, хороший мужчина, достойный инженер-электрик, они с женой развелись, потом он там как-то пытался новую семью создать, там не получилось, и они начали общаться со своей первой женой, у них общение выходного дня. Он ей помогает, там, отвозит на дачу, с дачи, она к нему приезжает, пироги ему какие-то печет, но живут они раздельно. И он все хочет, чтобы они вместе съехались и жили, как в старые добрые времена. Жену такой вариант не устраивает. И мы, как женщины-коллеги, говорим, что, понимаешь, она тебя дурит. Вот дурит по полной программе. Он говорит: нет, она сказала, что ей нужно время, чтобы созреть. Эта ситуация длится уже больше 5 лет.
И каждый Новый год он ждет, что вот его позовут на Новый год, и он отметит Новый год в кругу семьи. Потом он приходит с Нового года на работу и говорит, что как, что? Он говорит, знаете, ну, дети там уже большие, пошли по своим компаниям. Жена сказала, что ей уже Новый год не интересно, она рано легла спать, и он как-то опять остался один. Вот эта ситуация, когда жену устраивает такая позиция, а мужа нет. Очень часто происходит, поэтому вот в этой ситуации нужно прекратить эти встречи романтического дня и начать общаться по-другому. Варианты бывают разные. Вы можете уточнить любой интересующий вопрос в комментарии. В каких случаях можно вернуть жену? Первое условие – должно пройти хотя бы год после развода. Почему именно год? Потому что когда люди разводятся, то разводятся чаще всего на эмоциях. И очень много как у мужа, так и у жены. Обиды, злости, претензий, много всего. И вот эти сильные эмоции, они не могут исчезнуть сразу. Нужно время. Сам по себе развод является очень сильным стрессом. По силе воздействия и значимости он входит в пятерку, скажем так, самых сильных стрессов в жизни человека. Это такие стрессы, как смерть близкого, тяжелая болезнь и инвалидность, финансовый крах и развод. И минимум год организм на физиологическом уровне справляется с последствиями этого стресса. Это при условии, что у человека хороший адаптационный потенциал. Но бывает ситуация, когда, например, 3 года человек был в браке, развелись, когда было 25 лет, и еще на пенсии человек продолжает рассказывать о том, как он или она разводились, о своем каком-то бывшем. Это говорит, что ситуация настолько сильная, что человек 40 лет говорит об этом. Она его не отпускает. В среднем при благоприятных условиях через год эмоции уходят. Но если после развода супруги продолжали общаться, и чаще всего это на повышенных тонах, с какими-то упреками, обвинениями, мы не так разделили, не так по детям решили, какие-то упреки, то через год ничего не произойдет, и люди будут себя накручивать. Второе важное условие, когда то, что называется, поспешили с разводом. Отношения остались незавершенными. Незавершенными отношениями являются случаи, когда супруги поспешили с разводом. Чаще всего под влиянием то, что называется третьей стороны, то есть любовника или любовницы. И когда произошел развод, вдруг оказалось, что никакой там любви не было с этим любовницей или любовником, и супруги остались одни, свободны, как муж, так и жена. Важный момент, когда мы сознательно, а чаще всего бессознательно стремимся завершить начатое, завершить процесс. Это проявляется во всем, даже в мелочах. Будто недосмотренный фильм или не успели что-то сказать, оно у нас крутится в голове. А если это что-то очень важное, это работа, проект, тем более отношения, они определяют всю нашу жизнь. То есть мы не можем ничего дальше делать, строить новые отношения, пока не завершим предыдущие. Человек не может ни нормально работать, ни на чем сконцентрироваться. У меня недавно был случай, когда человек говорит, знаете, вот она даже покурить из головы не выходит. Я постоянно об этом думаю. Это говорит о том, что отношения остались незавершенными. Если не получается у человека завершить отношения с предыдущим партнером, то он выбирает нового партнера, который очень похож с предыдущим. Не обязательно внешне, но скорее психологически. То есть в паре возникают те же проблемы. Вы, кстати, замечали, что люди часто выбирают какой-то один типаж. Это можно услышать такую проблему, когда человек говорит: это мой типаж. Нет, мои хорошие, это грабли, на которых мы танцуем. Типаж — это когда нас устраивает один человек, мой типаж. А когда мы меняем партнеров очень часто, и они между собой похожи. Похоже, это значит, тут у нас в отношениях возникают одни и те же проблемы. Муж пьет, или жена стерва почему, или какая-то роковая женщина с истерическими чертами характера. Она очень яркая, там все на нее оглядываются, но никто не хочет с ней жить, потому что она женщина-ураган, а семейная жизнь, она предполагает спокойствие, уют. Я прихожу в семью, чтобы можно было расслабиться и отдохнуть. Итак, мы также различаем: это мой типаж,
или это мои грабли. И понимаем, что вот отношения, если вот все-таки вот это мучает, я чувствую, что вот хочу вернуть свою бывшую жену даже после развода, то, скорее всего, там осталась эмоция, какая-то отношение. Мы хотим завершить как-то этот процесс. Как он завершится, не всегда можно сразу сказать. Иногда люди вот сходятся, а потом говорят, зря сошлись, зачем? Но разошлись по-человечески, спокойно. Это когда отпустила, когда не нужно больше никому ничего доказывать. И самое главное, не нужно доказывать самому себе. Мне больше эта женщина неинтересна. Вот отпустила. Тогда, конечно, появляются другие отношения, они всегда намного лучше. До тех пор, пока бывшая жена не отпускает, я имею в виду эмоционально, то на других женщин мужчины, как правило, не смотрят. Ему нужно вот здесь завершить, а потом посмотрим, что будет. Показателем незавершенных отношений является то, что мы очень интересуемся жизнью бывшей жены. Смотрим постоянно ее какие-то социальные сети, спрашиваем, как у нее дела у общих знакомых, у детей. То есть мы живем жизнью другого человека. Бывает другая ситуация, когда вы ничего вроде бы никому не говорили, но ваша бывшая жена знает о вас очень много информации. Это говорит о том, что вы ей тоже не безразличны, она вами как-то интересуется, то есть она в курсе ваших дел. Следующий критерий незавершенных отношений, когда бывшие супруги общаются между собой по делу, а чаще всего без дела. Причем неважно, с каким знаком общаются, они очень эмоционально общаются. Они могут постоянно ругаться, выяснять отношения по поводу элементов, по поводу какой-то там неподеленной гречки, дивана, неважно. Главное, чтобы был повод позвонить, написать и вот зацепить за эмоцию. Это происходит даже, когда кто-то уже в новых отношениях, есть новый брак, но супруги эмоционально между собой общаются. Знак не имеет отношения. Чаще всего общаются на взводе, но между ними есть эмоции. До тех пор, пока между людьми есть эмоция, даже если она со знаком минус, между ними можно восстановить отношения. В народе этот закон психологически звучит так. От любви до ненависти один шаг, и от ненависти до любви тоже один шаг. Следующий важный момент, как бывшая жена относится к мужу. Первое, она может быть все еще негативно настроена, злится, обижается, какие-то упреки, обвинения. Почему я говорю, нужно, чтобы прошел год. Вот спустя год даже очень сильные эмоции, негативные, они притупляются. То есть мы не можем долго злиться. Злиться и обижаться долго, больше года, может человек с определенной структурой характера. Это структура личности, скажем так, обидчивые люди или злопамятные. Или, например, скандальная женщина, типаж скандальной женщины. Она будет ругаться со всеми и всегда. С телевизором, в магазине, в очереди, на работе. Кругом все плохие. Это типаж личности. Поэтому важный момент. Если спустя год жена все еще как-то негативно настроена, нужно посмотреть, почему так произошло. Если этот год супруги продолжали выяснять отношения, делили какое-то недоделенное имущество, что-то выясняли, спорили по поводу детей, вспоминали твою и свою мать, вот все вот эти вот вещи, то, конечно, эмоции никуда не денутся, они подливалось масло в огонь. Говорят, вот в стратегиях раскачка по эмоциям. После развода эмоции должны уходить вниз, успокаиваться. Но если мы их подливаем туда масло в огонь, то, конечно, они будут раскачивать. Следующий момент, почему жена все еще злится, возможно, был причинен какой-то ущерб. Это может быть моральный ущерб, например, измена, материальный, кредиты, долги, потеря имущества или физические побои, или, например, потеря беременности. Если была ситуация, когда был причинен ущерб, но не было компенсации вот этого вреда, то, конечно, тут не то, что у женщины, у любого человека остается какая-то обида. Если бывшая жена говорит, что у нас с тобой остались какие-то долги и ждет какую-то компенсацию за поступок, за какое-то действие, вот событие, то, конечно, нужно это компенсировать.
Хотя, знаете, разные бывают претензии семейные. Бывает, жена себе придумает, что муж должен ей компенсировать потерянные годы в браке. То есть вот то, что уже никак не компенсируешь. Она говорит: я тебе дала лучшие годы своей жизни, родила ребенка, упустила кучу шансов. То понятное дело, что это такие надуманные, скажем так, претензий. Тем не менее, человек иногда приходит на консультацию, мы начинаем разбирать, и я говорю: вы знаете, вот она ждет как-то, чтобы вы загладили вину за какое-то событие. Она очень сильно обижена. Муж говорит: нет, вы знаете, она говорит, что нет, я все забыла, простила, проехали, и все, пока. Если человек действительно простил, то тогда он не говорит пока. Мы можем спокойно общаться. Но если жена говорит одно, то есть я простила, забыла, при этом держит какую-то дистанцию, вероятнее всего это не так на самом деле. Второй вариант. Значит, первый вариант — жена негативно настроена. Второй вариант, когда бывшая жена такая холодная, безразличная. Чаще всего такое бывает с женщинами, кстати, очень часто, в возрасте примерно 35-45 лет. Когда женщине очень важно побыть одной, когда ей вообще никто не нужен. И проблема не в том, что муж какой-то не такой или семейная жизнь не такая. Иногда люди говорят, что вот я хочу развестись, потому что я разлюбила, или у меня нет чувств. Это не совсем так. Часто женщина сама до конца не осознает, что с ней происходит. Она чувствует только потребность быть одной, чтобы ее никто не трогал. Если ситуация позволяет, то иногда люди разъезжаются, но не разводятся. И спустя какое-то время вдруг то, что называется, передумала, отпустила. И женщина чувствует потребность в любви, в заботе о своем муже, в семье. Если все-таки у женщины наступил такой этап, когда она хочет побыть одной, мужу он объясняет то, что она разлюбила, она не создана для семьи, для нее важна карьера, люди разводятся. И спустя какое-то время вдруг она понимает, что у женщин такое, кстати, часто бывает, что я ошиблась, я передумала, я хочу семью. И многие мужья понимают, уже знают женскую психологию, говорят: я буду здесь рядом, на подхвате, что называется. Как только она созреет к семейной жизни, он же видит, что у нее никого нет. Действительно видно, что... И он понимает, что передумает: я буду рядом, и рано или поздно былые чувства вспыхнут вновь. Чувства вспыхнут. Но если муж к этому времени был всегда таким близким другом, всегда помогал, то жена воспринимает его слишком уже по-дружески, как брата. И когда у нее возникнут какие-то чувства, захочется партнера, она будет искать другого человека. Поэтому все-таки в данной ситуации, если ваша жена, у нее такой период в жизни, и нужно побыть одной, то пускай побудет одна. В среднем такой период длится около 3 лет. И самое приятное. Вернуть бывшую жену после развода можно, когда вы оба друг к другу относитесь спокойно. Не обязательно с любовью и нежностью. Главное — спокойно, с уважением и заботой. И на данном этапе как раз и начинается тот самый романтический период. Самое важное. Если стратегия, как вернуть жену до развода, категорически противопоказана романтика, то здесь как раз, я бы сказала, настоятельно рекомендована та самая романтика. И на данном этапе отношения в паре действительно переходят на другой этап, когда нет этих обид, каких-то необоснованных претензий, когда мы принимаем человека таким, как он есть. Нет желания что-то менять. Нам хорошо, как есть. Мы становимся способными принять другого таким, какой он есть. Как муж жену, так и жена мужу. Поэтому и появляется этот романтический период. Когда мы относимся к своему партнеру с уважением и спокойно, без претензий, упреков, это говорит о том, что наши отношения и наше чувство любви, оно стало немножко выше, оно стало другим. Это совсем другие отношения, когда мы доверяем другому и принимаем таким, какой человек есть. Итак, подведем итог.
Вернуть бывшую жену после развода возможно, но это скорее исключительный случай, чем общая закономерность. Второе. Вернуть жену после развода можно спустя год, когда эмоции улеглись и вы оба свободны. Третье. Вы относитесь друг к другу спокойно. Нет претензий, упреков, обвинений. Спокойно – это значит с уважением и заботой. Четвертое, в паре начинается романтический период, и отношения переходят на другой уровень любви, взаимопонимания и уважения. С вами была семейный психолог-примиритель Светлана Бликевич.